программа «Я очень хочу жить», и ее ведущая Дарья Донцова. Это программа о людях, которые узнали о том, что они больны. Испугались, сначала заплакали, потом собрались с силами и сообразили, с болезнью можно жить. Жить можно очень даже хорошо, жить можно счастливо. И у нас сегодня в программе замечательная девушка, которая очень хорошо поняла, что с ее болезнью жить можно. Здравствуйте, мое солнышко. Здравствуйте. У Екатерины Лимаевой редкое, немало изученное генетическое заболевание – болезнь Гентингтона. Девушка унаследовала ее от отца. Кате было очень сложно принять свой диагноз. Она долгое время находилась в отчаянии, но потом нашла в себе силы жить и не просто жить, а помогать тем людям, у которых та же проблема. Катя – координатор по работе с пациентами с болезнью Гентингтона в центре «Редкие люди». Она активно занимается общественной работой и ценит каждый день своей жизни. Катюш, ну у вас такая очень нелегкая история, я имею в виду, сказать, до вашего сейчас основного заболевания. У вас был рак кишечника. У меня, да, два основных заболевания. Первое – это онкология. То есть его обнаружили по скорой, как бы неожиданно. Они думали аппендицит, проверяли меня на инфекции, потом обнаружили, что онкология. Онкология передалась мне по наследству от мамы, вот, а от папы болезнь Гентингтона. На мне они встретились. До вас они встретились. Но как насчет наследственной передачи рака, это все-таки не точно. Это есть такое предположение, но, как сказать, точно вот... Мне делали генетику. Тогда понятно. Наш любимый центр надежды. Центр надежды, город Барнаул. Боже мой, как я люблю центр надежды в городе Барнауле. У меня очень много знакомых живет в Барнауле, бывших онкобольных, тех, которых вылечили именно в центре надежды. Там очень хорошие врачи. Да, я поэтому как бы полностью уверена в том, что они очень замечательные, как бы сама это увидела на своем опыте, и как бы, даже нет сомнений, что они делают все профессионально. Они еще, знаете, что они еще очень позитивные, потому что они еще больному объясняют, что все лечится, что все будет хорошо, и на вашем примере, в общем-то, так оно и вышло. Катюш, я так понимаю, что в онкологии рак прооперировали достаточно благополучно. У меня после операции поставили колостому на год, не буду скрывать. Было 5 курсов химиотерапии, и во время этих курсов я сдала тест по болезни Гентингтона, так как у меня болеет отец, и выяснилось, что у меня еще и второе заболевание, которое теперь будет еще со мной. Вот. И так получилось, что когда мы лечили онкологию, была еще какая-то надежда у нас с мужем завести детей, что пройдет лет 10-15, организм восстановится, и все будет хорошо. Вот. Но потом, когда мы узнали, что болезнь Гентингтона, там наследственность 50/50, плюс мне еще врачи сказали, что, учитывая, что у тебя онкология, не рекомендуется, потому что организм слабый, это все может вернуться после рождения ребенка в очень такой плохой форме. Ну и поэтому мы решили не заводить ребенка. Вот. Я вообще впервые видела, чтобы у меня муж плакал. Это были за все годы, сколько мы с ним вместе. Катюш, можно же взять маленького... Усыновить, да, конечно. Усыновить мы какого? Планируем усыновить. Я сама по образованию первому воспитатель, по второму психолог. Так вам совсем тогда как... Да, это для меня... Я очень даже хочу. Вот, но только сейчас нужно... Там наши такие бытовые вопросы регулировать. Вот. И потом, конечно, если Бог даст, то усыновим ребенка. Очень хочется. Илюшенька, вы работаете? Нет, я не работаю, занимаюсь общественной деятельностью. Если говорить про болезнь Гентингтона, я помогаю людям, когда они узнают о диагнозе. Потому что ты живешь, у тебя все хорошо, и когда ты узнаешь об этом диагнозе, у людей начинается шок, у них паника, у них горе. Некоторые думают о суициде. Некоторые думают, что я запрусь в комнате, не буду никуда уходить. То есть в такой ситуации очень важно именно в правильный момент поддержать человека, объяснить ему даже на своем примере, что все может быть хорошо, что ты не один. То есть я такой немножко психолог, так как они общаются со мной и понимают, что не все потеряно. Вот. И такая психологическая поддержка в нужный момент, она играет порой очень важную роль.
Конечно, я думаю, что вы еще, наверное, объясняете, что есть все лекарства, есть, что можно их, так сказать, Поддерживающие принимать, препараты. поддерживающие. А именно лекарства еще не изобретено. Нет, такого лекарства нет, но есть как бы сумма препаратов, которые помогают все это держать в равновесии таком. Поэтому как-то, ну... Редкие люди очень хорошо помогают. Марина Николаевна говорила там весь спектр их действий. То есть я им безумно благодарна, что мы с ними познакомились, потому что они дают мне силы двигаться вперед. Марина Николаевна – это руководитель фонда, да? Да. Вот. Они поддерживают и в трудные моменты, и в хорошие моменты. Они всегда со мной, они как моя вторая семья. Я уже без них себя не представляю. Как вы подсказываете больным людям, которые к вам обращаются, как вы им подсказываете, вот как им жить с пониманием того, что, в общем-то, болезнь, которая есть, она неизлечима. Неизлечимы очень многие болезни. Диабет неизлечим, да? Гипертония неизлечима. Но просто как она... Знаете, у болезни Геттингтона у них еще есть такой бывает момент, когда тебе приходит диагноз, но у тебя еще такой остается вопрос, а точно ли у меня эта болезнь будет? Вот. И всегда, когда человек узнает о диагнозе, он спрашивает, точно ли у меня это будет. И когда ему еще раз говорят, что да, и вот это вот «да», оно очень роковое. То есть они очень сильно надеются, что им скажут «нет», что это болезнь, симптомов не будет. Вот, они прям, ну, такая надежда еще тлеется. Вот. И опять же говорю, в такие вот моменты очень важно быть с человеком рядом, объяснить ему, что у них еще бывает у болеющих такое... Отчаяние. Нет, у них еще бывает, знаете, как... Они смотрят, у нас есть группа, где мы общаемся, и там болеющие пишут там свои истории, рассказывают, наблюдения, да, там просят совета. И они, бывает, читают это и примеряют на себя, что у меня будет. Прям вот у меня рука начала дергаться, там, вот у меня нога начала дергаться. То есть они в себе вот это ищут. Вот. И тут еще очень важно объяснить, что жизни разные, ситуации разные, и ты не обязательно пойдешь по его стопам. Знаете, есть очень хороший другой ответ, который мне подсказал один очень замечательный психолог. Я им пользуюсь, когда мне то же самое говорят онкобольные. Примеряют на себя как бы чужую болезнь. А вот вы идете по улице, и на полу лежит платье. Красивое, да? Чужое, не ваше. Очень грязное. Вот такое все замаранное. Вы его возьмете? Катюш? Нет, конечно. Да. Но оно же красивое, оно же новое. Почему бы его взять, не постирать? Как один все говорят, я не возьму. И тогда следующий вопрос. А зачем вы примеряете на себя чужую болезнь? Это такое же чужое грязное платье. Оно не ваше. Оставьте ее. И вот как-то у людей это вразумляет их вот это вот сравнение с грязным платьем. Я теперь буду его использовать. Да, меня тоже научил один человек. И очень так красочно. Красочно очень, да. Чем грязнее вы описываете это платье, тем красочнее потом бывает Я еще думала, результат. как им объяснить, чтобы было находчиво. А скажите мне, где вы находите этих людей или как они вас находят? У меня очень много было историй обо мне написано у нас в крае. То есть сейчас, благодаря редким людям, той деятельности, которую мы делаем, есть хоть какая-то теперь в СМИ информация. Вот, и они меня чаще всего находят. Бывает, что это многочасовая разница в поясах. Даже ночью приходится как бы на телефоне общаться, успокаивать. Но я как бы никогда не отказываю, потому что я сама была в таком положении, я понимаю прекрасно, с чем они сейчас сталкиваются. Если я сейчас оттолкну, это будет потом, возможно, патовая ситуация. А семья у вас есть, Катюш? Ну, муж, я понимаю, Муж. есть, да? Мой папа умер, ему было 50 лет от болезни Геттингтона. Если там совсем откровенно говорить, его положили в частный пансионат, но там за ним не досмотрели, и, к сожалению, вот он умер. И вот у нас, к сожалению, когда у отца были симптомы, я жил в городе Новосибирске, он не мог спокойно ходить по улице, люди над ним смеялись. То есть человек с болезнью Геттингтона похож на пьяного человека. Такая походка, когда только начинается. Вот. Подходит милиция, проверяет паспорта, то есть выгоняет с общественных мест. Вот такая очень серьезная проблема. Вот. И мне это очень сильно запало в душу. И вот с того момента я решила сделать свою деятельность, направить на то, чтобы рассказать людям, что есть заболевания, которые отличаются от нормальных, тем, что они считают нормой. Вот.
Тем летом 2018 года я выиграла федеральный грант у нас в Алтайском крае. Мой проект будет называться «О людях, которые сильнее обстоятельств». Хорошее название. Будем рассказывать о редких заболеваниях. Ну, так как у нас в крае как бы мало об этом, что знают, как бы такой маленький поток информации. Вот, это будет у нас такое первая фотовыставка, которую мы разместим в торговом центре, где люди увидят фотографии людей. Также там у нас будут размещены для мотивации истории инваспортсменов наших знаменитых, которые не отчаиваются, не падают духом, тоже как бы такие сильнее обстоятельств, как я говорю. Вот, и также мы сделаем еще видеофильм об их историях. Вот, и когда я пыталась найти людей для проекта, очень много в отказную были. Люди боятся о себе рассказывать, но как бы они не понимают, что если не они, то больше никто. Их и так мало, они и так редкие, да? Знаете, у нас в стране люди очень боятся рака. А боятся еще в основном и потому, что они рассказывают, люди, которые выжили, которым сделали операции, надо иметь, наверное, какую-то смелость, чтобы прийти и сказать, что вот я выздоровел, а теперь посмотри на меня, и ты тоже будешь здоров, или ты будешь жить достаточно долго, только вот посмотри на меня. К сожалению, не все хотят это делать. Я понимаю, вас очень хорошо, потому что я тоже часто зову кого-то, прошу прийти, и бывают моменты, когда отказывают, говорят, я не хочу об этом говорить. Так что, ну, наверное, это можно понять. Ну, мы сейчас такие первопроходцы, получается, кто об этой болезни рассказывает с редкими людьми, о болезни Геттингтона. И очень надеюсь, что у нас все получится, что мы сможем расширить поток информации, что у нас как бы, пациенты будут находить со всех концов нашей страны без проблем врачей. Врачи – это, конечно, отдельная проблема. Нет, но врачи, поскольку заболевание очень редкое, наверное, сложно ставят диагноз. Путают, наверное, с разными, да, заболеваниями какими-то. Ну, порой просто учишь его, как вообще пишется. Чушь пишет. Как его писать, да. То есть у нас сейчас есть брошюры редких людей замечательные, и мы прям, я с ней приходила, показывала и говорила, что вот такое-то у меня заболевание, рассказывала, бывает. Заболевание на самом деле редкое, не всякий врач его знает, оно генетическое, оно, так сказать, им нельзя заразиться, потому что есть люди, которые просто боятся, еще что, а вдруг это я таким образом заболею. Надо, конечно, объяснять, что это генетика, и что, в общем-то, это может случиться с каждым, вы никогда не знаете, что у вас в роду-то там было в XIV веке. Да. Так что скажите, пожалуйста, Катюшек, у вас есть братья и сестры? Да, у меня есть брат по папе, он делал генетику, он маленький еще совсем. У него нет, слава богу, его это миновало. Больше как бы нет никого. То есть вас двое? Да. Вас двое. А мама? Мама у меня с онкологией, у нее тоже рак кишечника, тоже были курсы химиотерапии. Сейчас у нее как бы все хорошо. Все хорошо, да? Но мама, так сказать, с вами в Барнауле или где-то в другом мама со мной городе? в Барнауле, папа в Новосибирске жил, они развелись, и поэтому по разным городам разъехались. Ну да, а мама с вами в Барнауле. И у мамы после онкологии все достаточно хорошо, мама в ремиссии, ну вот тоже я вижу в ремиссии. Да. Будем надеяться, что она очень хорошо, долго продлится. Я стараюсь не падать духом. Катюшенька, скажите, пожалуйста, среди вот ваших друзей, ваших приятелей, вы рассказываете о своей болезни? Да, я очень много рассказывала обо мне. После того, как я выиграла грант, так получилось, что на этом проекте мне пришлось рассказать свою историю, так как я сначала не хотела никому рассказывать. Но там же есть эксперты, которые консультируют молодежь, как это все лучше рассказывать. И мне сказали, что нужно рассказать, чтобы люди поняли, для чего тебе это нужно делать. Вот. Я рассказала свою историю, и после этого мне много было публикаций в СМИ. Вот. Так что люди обо мне немножко знают у нас в крае. Ну, люди знают о вас, но главное, что люди знают о вашей болезни.
И, может быть, те люди, которые больны, сидят дома, боятся выйти, что их примут за пьяного, или по какой-то причине начинают скрывать свои болезни, они на вас посмотрят, на красивую, смелую и храбрую, и поступят так же, как вы. Выйдут из дома, будут искать какое-то там занятие себе, да? И как-то вы вытащите вот этих людей. Нет, тут случилась радость, я нашла... У нас же, получается, врачи как бы не имеют права давать информацию, да, о людях с болезнью Гентингтона. И вот благодаря СМИ мне нашел парень замечательный, у него тоже болезнь Гентингтона, нас теперь двое. У вас теперь двое. Мы ходим друг к другу в гости, замечательно общаемся. То есть двое в вашем городе, да? Ну, остальных мы просто пока не можем найти, потому что, ну, говорю, контакты не дают, да, вот, а он через СМИ меня увидел, вышел на меня, вот, и благодаря... Но это Барнаул? Вы ищете, да? Да. Ну, чтобы в своем городе можно было общаться. Понятно. Ну, пускай, дорогие мои, город Барнаул. Если есть кто-то с болезнью Гентингтона, то вот, пожалуйста, сидит Катя замечательная, которая очень хочет с вами общаться. И было бы хорошо, если бы вы проявились и ее нашли в городе Барнауле. Я думаю, вам будет легко ее найти. Поэтому... Еще у нас, знаете, какая есть проблема? В селах, когда узнают о болезни Гентингтона, когда вот обо мне вышла статья, люди звонили, и у них такое интересное отношение. Врачи ставят, что их укусил клещ. То есть такой диагноз. Понятно, да. И вот хочется сказать, чтобы люди как бы диагностировали себя вовремя, чтобы они все-таки задумывались, если у них это болезнь с поколения в поколение, что надо все-таки какую-то генетику сдавать и устанавливать, если точно болезнь. Ну да, потому что если отца укусил клещ вроде, маму укусил клещ, бабушку укусил клещ, то, может, дело не в клеще, а нужно пойти и сделать генетику. Но, наверное, это мало кому приходит в голову. Все-таки, да, как ты не думаешь? Потому что, может быть, ни папа, ни мама, ни бабушка не знали, что с ними. Вот как? Бывают и такие, да. Бывают же такие ситуации, правда? Потому что, насколько я понимаю, диагноз ставится трудно. Ну, мне поставили в Новосибирске, в Барнауле у нас врачи не смогли. Ну, как бы даже... Мне сказали... я когда пришла в больницу, мне сказали, что он не передается по женской линии. Вот, что ты живи спокойно и не надо тебе ничего сдавать. А уже новосибирские врачи-специалисты настояли на том, что папины дети проверили. И вот у меня уже обнаружили. А почему же, интересно, сказали, что по женской линии? Это тоже такой какой-то миф распространенный. Я его часто слышу от наших неврологов, что по женской линии болезнь не передается. Мне даже бывает в комментариях... А как так? Ну, в СМИ когда написали, вот кто-то написал, что странно, что у девушки болезнь Гентингтона, когда она не передается как бы по женской линии, удивительно. А по поводу ребеночка, которого брать из детского дома, думали мальчик, девочка, кого? Честно, нет разницы. Нет разницы, да? Ну, может, тогда двоих. Посмотрим. У нас пока квартирный вопрос нужно решить, а потом уже, чтобы... Я как педагог понимаю, что нужны все условия, да, у нас пока, к сожалению, квартирный не позволяет, поэтому как только мы этот вопрос решим, там уже можно и больше. Там уже можно и больше, уже понятно. Называется, аппетиты расходятся, да? Ну, понятно, можно и одного, и третьего, и четвертого, и пятого. И целый класс. Вы педагог по какому предмету? Я не работала педагогом, я отучилась на воспитателя, а потом на психолога. Но я не работала по специальности. У меня после наступления болезни как-то изменилось это мировоззрение. То есть я могла пойти на работу, которая требует отдачи 24 часа в сутки, но я на нее не пошла. Я решила, что не хочу, скажем так, свое оставшееся время, да, тратить на вот то, что мне не приносит радости. Поэтому вся моя деятельность направлена на то, что дает мне удовольствие. А удовольствие что дает, Катя? Помогать людям, мне нравится. То есть у меня очень много таких социальных проектов, таких, которыми я занимаюсь. Вот у нас, к примеру, совместно с организацией «Солнечный круг» была сделана фотовыставка, которая рассказывала о людях с синдромом Дауна. Вот. То есть очень разносторонняя деятельность, но на то, чтобы люди все-таки понимали, что инвалиды порой могут сделать больше, чем те, кто полноценно рожденный. Ну, Катюшенька, я бы так не говорила, полноценно рожденный инвалид. Да, не знаю, как слово подобрать. Нет, дело не в том, что слово подобрать. Дело в том, что очень часто человек с какой-то болезнью, явной, видной, да, и бывают невидные болезни, бывают видные, его называют инвалидом, но он не инвалид.
абсолютно он не, так сказать, хороший человек с желанием помогать людям. А бывает, что вот вроде как совершенно здоров, а в голове рисовая каша. Не помогать никому не хочет, никого не любит. Вот тот инвалид. Понимаете, в чем дело? А вовсе не вы. А вовсе не вы. У вас просто болезнь Гентингтона. Это, так сказать, ну... Так получилось, но на самом-то деле вы такой человек хороший, замечательный. Вон у вас сколько проектов, огромное количество. Потом я думаю, что если вы все это начнете и будете делать вместе с редкими людьми, то Барнаул и вообще Алтайский край, он же к вам туда подтянется. Главное, просто маленькими шажками идти вперед. Да, я это делаю. Вот у нас, благодаря тому, что как бы, появилась информация, я создала группу в WhatsApp людей с редким заболеванием по Барнаулу. Там у нас теперь своя беседка есть. То есть выручаем друг друга советами, и как бы люди очень говорят, что им этого не хватало, потому что каждый сам по себе был, а теперь есть такое маленькое сообщество, где люди поддерживают друг друга. Ну, конечно, понимают. Когда мы вместе, то это, вот, когда мы вместе, то мы сила. Это программа «Я очень хочу жить», ее ведущая Дарья Донцова. И после короткого перерыва мы снова вернемся в студию. Это программа «Я очень хочу жить», ее ведущая Дарья Донцова. И после короткого перерыва мы снова вернулись в студию. Юлечка, здравствуйте. Здравствуйте. Солнышко мое, у вас мама, да, насколько я поняла? Да. Мама, да? Сколько маме лет? 59. 59. Когда маме поставили диагноз? В 2014 году. То есть это 4 года, да? 5 лет назад. И мама сейчас в каком состоянии? Ну, пока в неплохом. Пока То в есть неплохом. у нее прогрессия не сильная болезни. Да. И, в принципе, она еще пока в состоянии сама находиться одна дома, но уже меньше времени. Во всем остальном, конечно, нужен уход. Уход. Ну, мама все-таки может себя минимально обслужить. Может, но в основном помощь со стороны посторонних. То есть все, что касается разогрева еды или каких-то таких вот домашних. То есть, в принципе, она уже только при помощи постороннего человека может что-то такое сделать. А вы имеете в виду вот как бы опасность включить плиту, да, вот это все? Ну да, то есть до такого ее не допускаем. Максимум, может быть, это если что-то, ну вот, ежедневное, почистить зубы, умыться, это да. Но в целом, даже если там купаться, да, какая-то мелкая моторика, это уже с нашей помощью. А как получилось-то? У мамы эта болезнь от кого-то передалась? Да, передалась от ее мамы, от нашей бабушки. Так. Она также заболела ближе к пенсионному возрасту, где-то к 55. Так. Вот. И, собственно, проболела 13 лет. Так. 5 из них, то есть она сама себя обслуживала, Так. и последние уже там 8 лет лежала. И за ней ухаживал дедушка, и, собственно, мы подключались, каждое лето ездили тоже за ней ухаживать, ну, там, кормить, То есть естественно. мама не с вами жила, она жила где-то в другом месте? Бабушка, да. Бабушка, да. Да, бабушка жила отдельно, вот, и за ней, собственно, ухаживала мамина сестра младшая, у которой, к сожалению, тоже обнаружили вот этот ген. И она тоже болеет. Они вдвоем унаследовали, и мама, и ее младшая сестра. Ну, это, наверное... Скажите, пожалуйста, здравствуйте, Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, а можно вот сделать генетический анализ, да, и понять, у кого в семье есть, а у кого нету? Да, генетический анализ сейчас доступен, широко распространен. Много учреждений делают, в том числе и в нашем научном центре неврологии в лаборатории делают этот анализ. Он простой, дешевый, быстро делается и позволяет сделать, соответственно, его всем желающим. В семье мы делаем по желанию людям, они подписывают информированное согласие обязательно перед тем, как сдать кровь для выделения ДНК, и в дальнейшем через примерно 2-3 недели готов анализ. Это редкое заболевание? Это заболевание формально относится к редким, как мы говорим, орфанным заболеваниям нервной системы, но фактически это одно из наиболее частых нейродегенеративных наследственных заболеваний нервной системы. В среднем распространенность вот у нас в Европе
И в России примерно такая же распространенность, порядка 7-10 человек на 100 тысяч населения. Это только генетика или это можно заболеть каким-то образом иным? Да, это заболевание передается только генетическим путем. Генетически. То есть факторы внешней среды, как мы говорим, образ жизни, там какие-то вредные привычки, они, конечно, оказывают свое влияние при наличии гена, способствуя, скажем, более раннему дебюту, началу заболевания. Но все определяет носительство мутантного гена. Насколько я понимаю, как начало этого заболевания идет к середине жизни, скажем так. Да, оно не в детстве самый проявляется. Цветущий возраст, примерно 40 лет. То есть это вот зрелый человек, уже, как правило, который обзавелся своей семьей, стабильная работа, и вот на фоне вот такого полного благополучия постепенно начинаются симптомы заболевания, и оно медленно, но неуклонно развивается. Марина Николаевна, у вас фонд, да? Ну да, некоммерческая организация. Некоммерческая организация. И вы помогаете людям, я скажу, с редкими заболеваниями, чтобы это было более понятно, да? Вы помогаете людям с редкими заболеваниями. Каким образом? Вот как, допустим, можно помочь Юле? И что можно в ее ситуации сделать, понимая, что перспективу? Ну, сначала я скажу, чем мы вообще помогаем нашим подопечным. Как раз вот нас подключил к этой работе научный центр неврологии. Мы занимаемся этим уже 3 года, потому что пока вот в настоящее время действующая организация, только наша, помогает людям, страдающим болезнью Гентингтона. Мы оказываем юридическую поддержку, потому что, к сожалению, наши люди не все знают, в общем-то, свои права в области медицины. Вот. У нас в штате есть юрисконсульт, и мы, в общем-то, помогаем получить качественную медицинскую помощь, а также стараемся обеспечить наших подопечных льготными препаратами. Ну, к сожалению, потому что не так просто пробить стену наших чиновников. Вот. И мы помогаем, мы пишем письма. Вот, и добиваемся от департаментов во всех регионах, потому что мы работаем со всеми регионами, не только с Москвой. Помогаем вот сохранить здоровье или получить какое-то лечение или препараты для наших подопечных. Еще, что хочется сказать, очень важно, вот одна из проблем в нашей стране с этим заболеванием – это отсутствие информации по этому заболеванию. Я просто перед тем, как делать программу, я просто знаю об этом заболевании. У меня у подруги, к сожалению, столкнулась с этим заболеванием в семье. Я немножко знаю это заболевание, а нет никакой информации нигде. В интернете появилась информация сейчас. Ее очень мало. Многие пациенты к нам приходят, уже что-то прочитали, но вот именно что-то, да, потому что... Еще, понимаете, качество этой информации, к сожалению. Да, потому что много информации из устаревших источников. Вот. Какая-то информация получена от неправильной интерпретации врачей, докторов, скажем, говорят, что вот в роду заболевание неизбежно разовьется в последующих поколениях, поэтому вам, допустим, нельзя заводить детей. Это не так. Заболевание передается с вероятностью 50% у каждого, соответственно, у каждого потомка. 50% он имеет вот такую вероятность. То есть это высокая, конечно, вероятность, высокий риск развития, как мы вот в генетике говорим, но это не 100%, не абсолютный риск. У моей подруги, мать моей подруги, да, она больна.
был болен, я сейчас не помню, то ли ее отец, то ли ее дед, вот не помню. Но она сама здорова. Ей сейчас, ей сколько и мне, ей 67, да? А она абсолютно здорова. И никогда ничего не проявлялось. То есть она попала вот в эти 50%, которые, так сказать... Унаследовала ген, да, но да, и нету ничего. симптомов нет. Ну, то есть она симптомный носитель Ну, да, гена. да, получается, да, что... асимптомный носитель. есть, то есть, если у человека даже нет этого заболевания, он является носителем все равно, да? Ну, если он унаследовал ген, то он может быть в течение длительного периода времени на протяжении жизни носителем асимптомным и ничем не отличаться вот от обычных здоровых людей, скажем, генетически здоровых. Но если мутация достаточно выраженная, то при условии дожития до возраста дебюта заболевания симптомы, к сожалению, неизбежно появляются. Я вас поняла. Отец Павел, эта болезнь, к сожалению, она приводит к такому, знаете, неразумию человека, да, его нельзя оставить одного дома. Ну, человек превращается в общем-то, в ребенка, как вот такого, которого одного дома не оставишь. И что же делать ему в отношении храма? Потому что исповедоваться он не может, а причаститься он тоже не может, естественно, да? А что ему делать? Вот человек, допустим, ходил в храм, и где-то все-таки он понимает, что он бы туда бы еще пошел. Вот как ему поступить? Ну, во-первых, подавляющее большинство людей, независимо от того, от своих заболеваний, рано или поздно будут в этом состоянии, да, просто хотя бы только от одной старости. Мало кто имеет такую блаженную кончину, когда в трезвом уме может попрощаться с своими близкими, может поисповедоваться. Такое я встречал и как священник, и умирающих причащал. Это бывает редко. Это, правда, такое, ну, какая-то особая милость Божия. Обычно это как следствие какой-то, правда, очень благочестивой жизни. А чаще всего люди все равно, они доходят даже хотя бы только до одной старости. Это главная болезнь со стопроцентной вероятностью, передающаяся всем, вот, которые, так скажем, без всякой генетики. Да? Вот. Понятно, что церковь всегда снисходит к любым болезням, к любым больным людям, поэтому, как, собственно, детей мы причащаем без всякой исповеди, без всякой подготовки. Вот. Также, собственно, и людей, которые, если они тяжело больны, то, собственно, их без исповеди причащают их на дому. Если человек достигает такого состояния, когда он уже не может принимать самостоятельное решение, то сами родственники должны позаботиться о том, чтобы, когда человек находится в состоянии, как раз еще более-менее таком адекватном, чтобы дееспособно спросить у него, хочешь ли ты причащаться, чтобы мы приглашали священника, чтобы тебя причащал, когда ты не сможешь ничего сказать. И в этом случае церковь причащает. Даже в тех случаях, когда родственники-то не спросили, но мы знаем, что человек, в принципе, постоянно причащался, то в этом случае мы все равно причащаем до, собственно, самой кончины. Вот. Это касается всех людей, независимо от возраста и так далее. Мне кажется, здесь еще есть очень важный момент. И это же, учитывая такая высокая когда вероятность получения болезни, наверняка у людей присутствует страх, да, который, ну, когда такая высокая вероятность. Мне хотелось бы, пусть меня Даша об этом не спросила. Я не спросила, я вам скажу почему. Я, честно говоря, я понимаю, что в голове это может сидеть, я поэтому не спросила. Оно должно сидеть. Да. Оно не может не сидеть, потому что, ну, это надо быть, наверное, или невероятным пофигистом, вот, когда тебе вообще на все равно, или невероятным оптимистом, да, что, в принципе, даже неизвестно, что хуже уже. Вот. Но я хотел бы сказать, что несмотря на этот страх, который есть, потому что, предположим, я сам болен саркодозом легких. Саркодоз легких не очень такое изученное заболевание, оно такое несколько странное. У меня тоже может быть рецидив, и, в принципе, я понимаю, что он может быть. Да? И мне, конечно, не хотелось бы, чтобы у меня был рецидив. Но, я бы тоже не хотела рецидива рака. Да, но, с другой стороны, я объясню, почему у меня нет страха. Когда-то натолкнулся на слова апостола Иоанна Богослова в его соборном послании, когда он сказал, что боящийся не совершенен любви, а любовь изгоняет всякий страх. Крайне важно научиться жить не ради себя, а, собственно, ради Бога и ближних. Вот полноценная жизнь изгоняет всякий страх.
да, ты ценишь конкретно тот момент жизни, который ты сейчас живешь. Да, это в каком-то смысле я для себя называю некий такой православный пофигизм. Да, то есть я и правда не очень серьезно заморачиваюсь, что будет завтра, потому что у меня так много проблем сегодня. Да, я вот сегодня это все решаю, а завтра оно будет завтра. Вот, поэтому я просто Юле очень хочу пожелать, что когда эти мысли приходят, а они наверняка будут неизбежно все время приходить, плюс там, если там своих детей рожать и так далее, то не надо думать так далеко о будущем. А то, как у нас на Руси говорили, волка боятся в лес не ходить. Да? В итоге тогда просто мы прекращаем жить здесь. Мы настолько заморачиваемся этим будущим, что прекращаем здесь жить. В итоге ни будущего нет, ни настоящего нет. Живите как птица небесная. Да? Да, ну то есть это очень важный момент, потому что вот у меня, я уж простите, что про саркидоз заговорил, но помнится мне, как врач сказал, что у тебя будет гораздо меньше шансов на рецидив, если ты будешь жить с хорошим настроением. Не знаю, как это связано вот с вашим заболеванием, ну, с которым вы изучаете. Позитивный настрой всегда важен вообще. Сколько не разговариваю с врачами, все врачи как один в один голос, и все психологи говорят, что если человек не строит долгосрочных планов, через 5 лет я сделаю это, через 10 это, через 25 лет это, да, с одной стороны. А с другой стороны, когда он с какой-то, вот правильно сказал отец Павел, ну, я бы не сказала с пофигизмом, но с какой-то, знаете, легкостью относится к завтрашнему дню, то у него и жизнь легче, и болеет он как-то, и выздоравливает быстрее. Вот так ведь это правда? Но я хочу сказать, сегодня мы ехали сюда на студию, и в машине завязался разговор, надо ли человеку смертельно больному сообщать его родственникам и ему о том, что он смертельно болен. Я сказала, конечно, надо. Но водитель машины и сидящая со мной девушка сказала, ну что вы, зачем, почему? Хотя бы для того, чтобы успеть подготовить душу. А зачем ее готовить? И тут водитель сам рассказывает историю. Она очень важна, она простая и удивительно мудра. Заболел его отец, рак. И так далее, и тому подобное. Он был крещен, но в церковь никогда не ходил, и далек совершенно был от всяких понятий, и крест не носил. Вот он вошел в бессознательное состояние, в кому. И что удивительно, через некоторое время он приходит в сознание и говорит о том, что не держите меня на этой земле. Вы мне мешаете вашими слезами, вы мне мешаете уйти. Через некоторое время он опять впадает в кому. А придя в себя, он говорит, дайте мне крест. И жена пытается надеть этот крест на него сама. Он говорит, нет, я должен это сделать сам. Он видит то, что нам неведомо. О чем я хочу сказать? Присутствие Бога в жизни человека бесконечно. Бесконечно. И мы не знаем, как эти 50% будут они или не будут. Человек с онкологией вдруг выздоравливает по милости Божьей. И маленький ребенок, входя в кабинет библиотеки, говорит, а вы здоровы, вы больше не болеете, откуда ты знаешь, и чем я болею? А у вас было вот это, называет он, и вы больше не болеете. Поэтому это великая тайна и великий промысел Божий о человеке. И прежде всего о его спасении. И прежде всего о его спасении. Поэтому всякая болезнь, поданная нам, это не что иное, как сигнал Божий «повернись ко мне». Обратись ко мне. И я именно как психолог, как профессиональный психолог, прежде всего православный психолог. Психология без веры быть не может. И вся психология, она пронизана верой, верой и верой. И поэтому унынию, да, в медицине есть термин психосоматика, мы прекрасно знаем, где психос, душа, да, тянет за собой здоровье, состояние здоровья. Все мы прекрасно понимаем. Наше уныние приводит к тому, к чему приводит. И психофизиология тоже термин известный, который никогда никто еще пока не заменил и не отменил. Поэтому, оказывается, наша душа определяет и физиологическое развитие, и состояние здоровья. Так вот, мы будем говорить только о том, что над нами промысел Божий, и Он спасительный. И Он никому из нас не ведом, как Он будет нас спасать. А вот уныние там место, этому место. Говорил Серафим Саровский, что бойся уныния больше всего, да. Беги от него со всех сил, лучше хлебушка покушай. Да, вот хлеб и вода да. Всем полезно. Да, хлеб и вода всем полезно. Я бы добавил еще то, что независимо от того, болен ты или не болен, это никак не сказано на твоем счастье. Конечно. Это принципиальный момент, который надо хорошо было помнить. А даже те люди, которые говорят, у меня один врач, знакомый психиатр, он говорит, что тот человек, который считает себя абсолютно здоровым, это первый признак шизофрении. Да, это больной человек. Понимаете, в чем дело, отец Павел? А для того, чтобы вот это все понять, да, принять
И как понять, что промысел Божий, для этого надо подняться на какую-то ступеньку, да, потому что даже такому человеку, который, только пришел несколько раз в храм, это очень сложно, это практически невозможно. И говорить с ним на эту тему тоже никак невозможно. Вот, так сказать, вопрос, говорить ли человеку, у которого в доме больной, с не очень благополучным впереди течением, да, человеку и так тяжело, Юле и так тяжело. Я это очень хорошо понимаю. В плане ухода тяжело, и тяжело психологически, да, внутренне. И вот как ее поддержать-то? Если, вот как? Во-первых, конечно, сами люди находятся в разном состоянии. Когда человек смертельно болен и у него суицидальные мысли, то подойти к нему и сказать правду, это можно и просто реально подвести просто черту. Поэтому, конечно, как говорил апостол Павел, для Эллина как Эллин, для иудеи как иудеи. Мы исходим все-таки из самого состояния человека. Но если человек, в принципе, здоровый, да, а мы, так скажем, должны ему как-то рассказать о Боге, или человек унывающий нужно рассказать о Боге, или человек болеющий, но, в принципе, не находящийся в такой стадии, что вот прям там суицидальный, предположим, да, то главное, чтобы мы внимательно его слушали, внимательно на него смотрели. Не так важно даже, что мы говорим. Знаете, есть замечательная такая поговорка, когда в семье появляется христианин, все остальные становятся мучениками. Это происходит почему? По той причине, что человек уверовал в Бога, он настолько всем, значит, таким танком православным всех переезжает, что все вокруг люди, они мечтают, как быстрее, что он там помер и так далее. Поэтому, если мы про христианство говорим, то оно о любви, о нежности. Это программа «Я очень хочу жить», ее ведущая Дарья Донцова. И после короткого перерыва мы снова вернемся в студию. Это программа «Я очень хочу жить», ее ведущая Дарья Донцова. И мы после короткого перерыва вернулись в студию. Мы говорим о редкой болезни Гентингтона. Юлечка, скажите, пожалуйста, вы сами делали генетический анализ? Да, делала сразу после мамы. Так. К счастью, ген не передался, и я не являюсь носителем. Кто-то вам помогает или вы одна с мамой? Помогает брат, помогает папа, но просто так получилось, что когда мы узнали, что у мамы это заболевание, как раз была проблема с тем, что не было информации, и уже через несколько месяцев поисков мы нашли Сергея Анатольевича, и в НИИ неврологии привезли маму. И так как попали под исследование, пришлось ей переехать сюда, потому что анализы, соответственно, каждые 2 недели нужно сдавать. И так вот она у нас и поэтому осталась. Мы ее в Саратов, она сама оттуда, отвозим, так скажем, сопровождаем в летнее время, чтобы она могла на даче где-то там свежим воздухом. И вот на Новый год. А, собственно, все остальное время она живет здесь с нами, в Москве. Каким образом человеку, который никогда не сталкивался с этой болезнью, предположим, болели прадедушка и прабабушка, и так повезло, что, вот он никогда. Каким образом понять, что с ним происходит? Потому что ведь это же, наверное, можно принять за какое-то другое заболевание. Если был, как мы говорим, семейный анамнез, то есть в роду это заболевание, А вот не знают. И был поставлен диагноз, тогда, конечно, человек, у нас были случаи, приходит к нам и говорит, у меня, наверное, симптомы данного заболевания, то есть он уже называет вещи своими именами. Если, конечно, нет, то действительно можно перепутать, тем более, что доктора, к сожалению, неврологи не очень хорошо знают это заболевание, хотя уже достаточное количество литературы, в том числе и на русском языке, опубликовано, и можно перепутать действительно с большим количеством заболеваний. Если заболевание начинается с психических симптомов, скажем, с раздражительности, агрессии, галлюцинаций, тогда можно перепутать с психическими заболеваниями. Если это начинается с насильственных движений, таких гиперкинезов, в общем-то, начинают искать симптомы, которые сопровождаются такими двигательными расстройствами разными. Нередко их трактуют как, скажем, сосудистый процесс, скажем,
последствия перенесенного инсульта, допустим, мы встречались. Ну, инсульт неврологи знают, хорошо, инсультов много, а болезнь Гантингтона – редкое заболевание. Вот, то есть иногда вот этот диагностический поиск, он затягивается на годы. Вот. Скажите, пожалуйста, вот эти лекарства, которые получают мамы, да, они какие-то симптомы могут... Это вылечить нельзя, но это можно как-то лечить, да? Сгладить симптомы, да, скажем. Вот при этом заболевании 3 группы основных симптомов. Это нарушение движений и появление насильственных движений, как мы говорим, гиперкинезов. Вот этих хореических гиперкинезов. Раньше это называлось в свое время пляска Святого Вита. Вот, все знают хорошо собор Святого Вита в Праге. Вот в честь этого святого, соответственно, в средние века устраивали, особенно в Германии в 17 веке, такие ритуальные пляски. Тогда фактически это было такое тотальное психическое расстройство, невротическое. И было поверье, что вот если пляшешь около статуи Святого Вита 15 июня, то можно избавиться от многих плохих вещей, которые у людей, да, и так далее. Подобное мышление сохранилось. Да. По-другому, да? Да. Ну, а потом в дальнейшем вот это перешло название такое на симптом. Это наиболее яркий симптом этого заболевания. Каким образом человек, который заболел и уже понимает, что с ним, каким образом он может получать вот эти лекарства, которые ему могут помочь? Они платные, бесплатные. И кто их выписывает? Как вот их получить? Ну, лекарство может выписать обычный невролог, и, в общем-то, даже терапевт может выписать на обычном рецепте. Если есть группа инвалидности, то многие из этих препаратов входят в льготные списки, и человек может их получать вот таким же обычным путем, как... Это, вот, чтобы я поняла, Да. это не какое-то особенное лекарство именно против этой болезни. Это Да. группа препаратов? Это группа препаратов, да, это препараты, многие из них применяются в психиатрии для лечения, там, скажем, других заболеваний психических, но вот у них есть и действия, направленные на подавление вот этих движений насильственных. Есть и более специфические препараты, которые вот более эффективны при болезни Гантингтона, но это вот лечение симптомов. Если у человека есть расстройства, такие как депрессия, раздражительность и так далее, это тоже корректируется соответствующими препаратами, антидепрессантами, там, успокаивающими препаратами и так далее. Нарушение памяти, расстройство внимания, то, что мы называем когнитивными расстройствами, тоже назначаются определенные препараты, вот, которые, к сожалению, не могут это восстановить и повернуть вспять. Ну, по крайней мере, они хоть как-то смягчают вот, естественное течение заболевания. Отец Павел, такой вопрос, на который, наверное, только вы можете дать ответ. Пришел от женщины, у которой отец в таком состоянии, да? Вопрос был такой: за что? Ну, понятно, да? А за что моему папе, который был хороший там человек, все, за что вот ему вот это все выпало? И дальше, в общем-то, за что это выпало мне? Вот вопрос, как ответить? Мы можем ответить, на него можно ответить глобально, а можно ответить более местным. Если глобально, то Бог не творил мир с болезнями. Болезнь явилась следствием греха человека, а человек – начальник мира. И мир, собственно, вследствие ошибок человека, мир тоже с ошибками. Да? И, соответственно, и болезни, и, собственно, и в природе то, что природа страдает, и то, что животные страдают, это собственно, следствие греха человека, который был начальником мира. Вот. Это если глобально. Это скорее вопрос такой вероучительный. В данном случае, если женщина она именно верующая, то у нее вера как-то странно проявляется. Получается тогда не мы рабы Божии, а Бог наш раб, и Он должен по заказу выполнять все, что нам нравится. Это как-то несколько странно. А если сказать более местно, то ведь мы же не смотрим за экологией,
Да, мы не смотрим за нашей землей. Ну, вы знаете, ведь подавляющее большинство людей на Земле не знает, что в Тихом океане плавает огромное мусорное пятно с размером Соединенных Штатов. Гигантская помойка. Ну, как пример, да? То есть пластиковые бутылки с размером Соединенных Штатов, что было. Это одно пятно большое. Еще рядом с размером с Австралией, рядом с ним плавает. То есть мы губим свою планету, мы губим свою Землю, да, соответственно, это все в том числе и сказывается на нашем здоровье. Мы как бы не хотим, ну как бы нам не хочется ничего делать, да, но хочется прежде, чтобы у нас все было хорошо. Это второй момент. Я не хочу отвечать абстрактно до женщин. Если хочется получить ответ, то пусть приезжает, мы с ним поговорим. Да, надо разговаривать, конечно, лично. Эти вопросы, они всегда очень личные. Я бы хотел здесь добавить, поделиться несколько личным своим опытом, потому что если болезнь Геттингтона, о которой сейчас говорим, если она и правда так долго устанавливается, то я это пережил на личном опыте, потому что саркодоз легких тоже не так просто установить. И мне это заболевание устанавливали очень долго. До нескольких лет не могли понять, то есть я от чего я только не лечился. Да? Это очень на самом деле утомляет. И самое главное, что в этот момент ты начинаешь ненавидеть врачей, считаешь, что они все очень плохие, что никто тебя не хочет лечить. Вообще это стандартно, когда плохое настроение, считать, что, конечно, все виноваты. Да? Вот. В этот момент очень важно, если человек верующий, про неверующих не буду говорить, опыта такого нет, очень важно исповедоваться вот в этом раздражении, которое постоянно и перманентно появляется, и в этой некой усталости. Потому что я помню, когда в итоге уже у меня дошло до такого уже кризиса, когда я уже там почти ходить даже не мог, лежал в больнице, и меня там всего переобследовали, но никак не могли найти, пока, ну, там после методом тыка, на самом деле, в итоге попали, да, вот. Но я помню, когда это произошло, наступил момент какого-то вот внутри у меня полного спокойствия. Я уже лежал на кровати, и вдруг пришла мысль, что, ну, Бог же знает, что у меня жена, 3 детей и так далее. Но чего я здесь вот там раздражаюсь, там настроение порчу. Я как-то вот внутренне очень успокоился. На следующий день, собственно, там сделали определенные анализы и тому подобное. Ну и там уже дальше пошло, диагноз был поставлен. Это очень важно, вот не раздражаться, не считать, что врачи плохие и так далее. И без помощи Бога, мне кажется, это просто же не вытащить просто. Но не врач виноват в твоей болезни. Это была программа «Я очень хочу жить», ее ведущая Дарья Донцова. Дорогие мои, к сожалению, бывают болезни, которые невозможно вылечить. Эти болезни можно лечить. Можно сделать симптомы не такими яркими, можно сделать жизнь больного, близкого вам человека более приятной. Но для того, чтобы это произошло, придется работать не над этим человеком, придется работать над собой. Это очень сложный, это очень трудный процесс. И для этого вам понадобится лишь одно. Вам надо очень любить этого человека. Не себя, а того, который болен. Но только знаете, дорогие мои, вы никогда не сдавайтесь. Если вдруг вы почувствовали, что в какой-то момент ваши силы иссякли, просто отдохните. А потом подумайте, что это ваш любимый родной человек, и вернитесь к нему в хорошем настроении. И еще раз, я очень люблю вас, мои дорогие. Никогда не сдавайтесь, что бы с вами ни случилось. Ваша Даша.